Всем привет! С вами Банана Мастер. И сегодня мы выполняем домашку по вложенным циклам. Перед уроком я уже подготовил полный HTML файл, JavaScript файл, посвязывал кнопочку с функциями и также в самих функциях прописал немножечко ответа. Ну, имеется в виду, я сразу поделал циклы, как наружный, так и внутренний. Начнем с первой задачи. Первой задачей нам нужно реализовать вот такой вот вывод. Если мы внимательно посмотрим, что нам нужно сделать, то нам уже, исходя из вот этой записи, можно понять, сколько раз будет работать внутренний, сколько раз наружный. Если мы так всмотримся, то при каждой итерации цикла у нас получается вот такой вот вывод. Ну, то есть вот эту штуку нам нужно сделать. Как у нас будет реализовываться данная запись? Изначально наш внешний цикл будет рисовать b с нижним подчеркиванием, а далее внутренний цикл будет срабатывать 3 раза под каждую из букв. Ну, то есть раз А, 2 А, 3 А. Окей. Как я говорил ранее, я уже сделал наш цикл, и нам осталось реализовать такой вывод. Сразу открою консоль, чтобы мы могли смотреть, какой вывод у нас будет получаться. Окей. Я уже заранее также сделал переменную out, куда буду записывать результат наших итераций, работы наших циклов. Окей. Начну я с внешнего цикла, и первым делом, когда он будет отрабатывать, мне нужно будет в него дописывать b с нижним подчеркиванием. Когда будет отрабатывать внутренний цикл, я буду дописывать a. Вот так. Пока что у нас вот такая запись. Я уже вот так вот проверю, как это будет работать. Клик. В принципе, уже практически то, что нам нужно. Но если мы правильно посмотрим на то, что должно быть и что у меня вышло, то у меня не хватает пробелов. Поэтому я добавлю пробел вот сюда в начало. Кликну, и это уже правильный ответ. На всякий случай я вам добавлю, что пробел я мог поставить как вот сюда в начало, точно так же после того, как отработает наш внутренний цикл и в конце. Эффект оно даст приблизительно такой же. Как минимум визуально будет так же. Окей. Эту задачу мы решили. Переходим ко второй задаче. Во второй задаче нам нужно реализовать уже вот такой вывод. И получается, что у нас? Наш внешний цикл работает 4 раза, потому что тут 4 вывода. Также внутренний цикл выводит у нас именно 1, 2, 3. Получается, внешний цикл работает 4 раза, внутренний 3. От 1 до 3. Ответ начну с внутреннего цикла, потому что первое, что мы видим, это 1, 2, 3, результат внутреннего цикла. Беру нашу переменную out, плюс равно k. K это как раз та самая переменная, которая отвечает за то, сколько раз отрабатывает наш цикл. Окей, как только я добавил 1, 2, 3, в самом низу, вот тут вот, я сделаю вывод буковки А. Ну, вот так вот получается. И добавлю сразу же пробел. Хорошо, проверим. И да, это прям полноценный ответ. На всякий случай я сделаю диаграмму кода этого вызова, чтобы вы понимали, как это работает. Значит, когда я нажал на кнопку, у нас что? Отрабатывает эта функция, и она делает следующее. Изначально создает переменную out, и это пустая строка. Дальше начинает вызывать цикл. Когда наш цикл вызывается, изначально i равняется нулю, ну и это условие точно true. Начинает отрабатывать что? Тело цикла. В этом теле следующим действием стоит логика внутреннего цикла. То есть мы создаем переменную k, это условие дает true, и сразу же начинает работать внутренний цикл.
Что он делает этой строчкой? Этой строчкой он, берет в наше значение out, записывает текущее значение k. При первом вызове внутреннего цикла k равняется 1. И получается это вот так вот. Если я распишу это развернутой записью, то есть это было у нас сокращенное, а вот так это в развернутом формате выглядит. Выходит вот такая запись. И при такой записи что я делаю? Я, грубо говоря, к пустой строке добавляю 1. По итогу получается 1 в строке. Далее, как только первый вызов нашего внутреннего цикла был закончен, отрабатывает k++, и теперь k равняется 2. Заново вызываем внутренний цикл, потому что условие по-прежнему дало true. Но наш вложенный цикл уже будет работать так. Наше текущее значение out — это 1 строка, плюс текущее значение k — это 2. Вот такая запись выходит, где 1 строка плюс 2 число получается 12 строкой. Окей, при следующем вызове внутреннего цикла k уже 3, по-прежнему true, отрабатывает эта строчка. Наверное, я сразу эту строчку в развернутый формат напишу, чтобы нам легче читалось. И, когда эта строчка отрабатывает, я беру текущее значение out — это 12, плюс k — это 3. Склеивание строк — 123. После того, когда наш вложенный цикл отработал третий раз, условие закончилось, ну, потому что при 4 оно уже даст false, и цикл работать не будет. И отрабатывает тело внешнего цикла. Как только наш внутренний цикл закончил работу, ниже написана вот эта строчка. Что она сделает? Давайте я сразу напишу ее в развернутом варианте, чтобы нам удобнее считалось. То есть выполняется вот эта строчка сразу после того, когда внутренний цикл полностью отработал. Она как раз снизу, ну, то есть по порядочку идем. И что она делает? Она берет текущее значение нашего out, а это 123, плюс с пробелом. По итогу получается вот так. Вот так, да. И это наше новое значение для out. То есть после первого полного круга внешнего цикла у нас по итогу в ауте вот такое значение. После этой строчки наш внешний цикл закончил только первую итерацию, и он опять делает все заново. То есть I++, это означает, что I уже равняется 1, и условие также дает true, начинает выполняться заново наш внешний цикл. Когда он начинает вызываться, внутренний он опять вызывает с нуля, и получается изначально наш k1, поэтому вот так. Где выполняется вот эта строчка 3 раза. При первом вызове, где out у нас равняется вот этому, k1. По итогу записи у нас получается склеивание строк, и вот такая строка выходит. Это и есть новое значение out. Сразу же вызывается наш внутренний цикл в следующий раз, и у нас выходит вот такая запись, где out равняется уже вот этому, а k двойке. Ну, то есть по итогу я получаю вот так вот. Результат этого действия вот такой. Третий вызов положенного цикла, k уже троечка, и получается так. То есть склеивание строк будет 123, 123. После того, когда наш внутренний цикл закончил работу, переменная out равняется уже вот этому, отрабатывает следующая строчка, вот это. Что она делает? Она берет текущее значение out и к нему добавляет a. По итогу получается также склеивание строк и вот такая запись.
Логично предположить, что когда наш внешний цикл вызовется еще раз, он также в out добавит еще вот такую вот приставочку, и по итогу получается вот так. Когда мы рассматривали то, как работает наш цикл, я специально говорил все последовательно, потому что в случае этих циклов нам нужно четко понимать последовательность действий. Ну, имеется в виду, что первое, что второе, что третье и так дальше. По факту, пошаговое решение нашей задачи сверху вниз. А вложенные циклы — это как раз отличный инструмент натренировать вашу последовательность, чтобы вы решали все задачи очень последовательно. Окей, тогда если мы решили уже вторую задачу, можем переходить к решению третьей. Опускаемся ниже, и нам нужно что сделать в третьей задаче? Вывести вот такой вот результат. Я могу сразу, знаете, так вот визуально разбить, что это всю эту конструкцию рисует один цикл, один внешний. Наш внешний цикл работает 3 раза, поэтому, в общем, у нас 3 вот таких конструкции будет. Также вижу, что у нас есть 1, 2, 3, 4, 5, и это работа внутреннего цикла. Получается, с самого начала есть запись из нашего внутреннего цикла. Визуально это будет вот так вот. Out плюс равно k. Этой записью я уже нарисовал от 1 до 5. Ну, то есть вот это все. Далее, когда мы нарисовали вот эту вот сборку цифр, нужно добавлять вот этот символ. Получается, после вложенного я также в наш out добавлю вот такую конструкцию. Окей, сразу можем посмотреть. И да, все верно. Можем переходить к четвертой задаче. Четвертая задача максимально похожа на третью, только тут есть небольшое отличие. Давайте, чтобы нам было лучше, я вот так вот скопирую, поставлю возле. Это вот так вот last, чтобы я еще не перепутал. Прошлое решение такое, а это то, которое нам нужно реализовать сейчас. Хорошо. Ну, логично предположить, что здесь я вот этот вот k вот так вот подниму и out напишу точно так же. Ну, потому что как минимум вот эти этапы, они одинаковы в этих двух задачах. При клике на четвертую задачу получаю сейчас такой же ответ, как и при третьей. Но вот теперь нам нужно добавить вот этот кусочек. И тут вопрос, когда или в какой момент времени мне нужно его добавлять, чтобы он был правильным. Визуально я вижу, что он находится в начале. Окей. Если он находится в начале, теоретически я мог бы подумать поставить его перед тем, как отрабатывает наш внутренний цикл, ну, то есть вот сюда. Но эта точка неправильная. Если я поставлю ее здесь, у меня наш цикл, получается, из-за того, что наш цикл работает 3 раза, эта строчка также отработает 3 раза. И визуально это приведет вот к такому результату, где вот эта комбинация символов дублируется. А нам нужно, чтобы вот этот кусочек отработал только один раз. И если нам нужно, чтобы он отработал один раз, мы его в цикле точно не пишем. Если мы не пишем его в цикле, я могу сделать вот так, поднять его над циклом. И это, вот такой вариант, уже правильный ответ. В принципе, да, так и получилось. Если говорить про более краткий вариант записи, то я мог вообще этот out не перезаписывать, а изначально дать ему это значение. Такой вариант даже более правильный. Окей, клик проверили. Да, все так, как нам и нужно. Переходим к задаче номер 5. Пятой задачей нам нужно уже реализовать вот такой вывод. Я вижу, что внешний цикл работает 6 раз, и он отвечает за циферку, поэтому я сразу же так и сделаю. Out плюс равно I.
А это та переменная, от которой зависит наш цикл. Дальше после циферки идут звездочки, 3 звезды, поэтому внутренний цикл работает 3 раза. И внутри этого вызова пишу out плюс равно звездочка. Вот так вот. Окей. Проверим сейчас. Это уже практически правильный ответ, но будет небольшой нюанс. Все символы правильные, вывод в принципе правильный, но не хватает пробела, отступа. Я вижу, что наш отступ идет после звездочек, поэтому я вот прям после вызова нашего внешнего цикла и добавлю пробел. Вот таким образом. По итогу получается правильный ответ. Также эту запись я мог написать чуть-чуть по-другому. Добавить пробел не сюда, а в начало перед цифрой. Это будет вот так. По итогу такой же ответ. Это потому, что этот отступ я могу воспринимать по-разному. Я могу представить, что он находится перед цифрой, или представить, что он находится после звездочек. В любом случае это будет правильный ответ, ну, где бы я этот пробел не написал. То ли в начале, то ли тут, в конце. По итогу у меня получится вот такой вот вариант ответа. Окей, переходим к шестой задаче. Шестая задача немножко сложнее, и тут мы сразу обращаем внимание на то, сколько раз работает внешний цикл. Я вижу три вот эти вот отдельные структуры, и получается наш внешний цикл работает 3 раза. Внутренний перебор цифрок делает 1, 2, 3 и также работает 3 раза, исходя из этого. Тогда начинаем с того, что мы добавим в него циферку. Это будет I. Вот так вот. Ну, это я вот эту цифру добавил 1, 2, 3. Далее мне нужно добавить дужки. Это я делаю вот так. После дужки 1, 2, 3 логика внутреннего цикла. Логика внутреннего цикла это у нас вот так. Только не строкой. Окей. По итогу я, получается, аем нарисовал 1, дужка вот это вот это вот. Это запись out плюс равно k 1, 2, 3. После них мне еще одну дужку нужно добавить, поэтому я так и делаю. А еще после дужки пробел. То есть сюда добавляю. Окей. Проверяем, что у нас получилось по итогу. Нажимаю на task 6. И да, это правильный ответ. Кстати, из-за того, что мы работаем именно с циклами, э, задам легкий вопрос. А как сделать так, чтобы у нас вот этих вот 1, 2, 3 было не 3 штуки, а 8? Дам вам пару секунд подумать. Значит, чтобы скорректировать вот эту логику так, чтобы у меня по итогу получилось 8 вот таких вот приставочек, мне нужно тут вместо тройки, то есть количество вызовов, поставить 8. И тогда наш внешний цикл работает уже 8 раз, а если он работает 8 раз, будет 8 приставочек. Отлично. Переходим к седьмой задаче. Седьмая задача тут самая сложная. Как нам ее решать? Первое, мы смотрим, сколько раз работает внешний цикл. Он работает 5 раз. Ну, 1, 2, 3, 4, 5. Второе, вложенный цикл. Работает 4, потому что 4 символа. Хорошо. Если я поставлю, например, вот так вот, ну, скорее всего, кто-то из вас будет примерно так писать, плюс k, а потом в конце пробел сразу добавлю, чтобы не забыть про него. Вот так вот. То я получу 5 раз 1, 2, 3, 4. Даже 0, 1, 2, 3. Вот так вот. Ну, потому что у нас наш сложный цикл с нуля идет. И это, ну, не то, что нам нужно. Нам нужно, чтобы при первом вызове был 1. Как этот 1 получить? Я начинаю всматриваться в то, как работают наши циклы,
и замечаю одну особенность. При первом вызове внешнего цикла равняется 1. При втором вызове 2. При третьем 3. Мгм. А давайте я тогда сюда вместо k напишу I. Окей, посмотрим. Клик. И да, мы сделали задачу. Как это работает? Это уже более серьезная запись, потому что в наш вложенный цикл используют какую-то логику из внешнего цикла. То есть наши два цикла сейчас очень сильно связаны. Если делать диаграмму кода, ну, того, как это функционирует, давайте я ее сделаю. Это у нас вот такая логика при внешнем, вот такая логика при внутреннем. Начинаем работу, начинаем диаграмму кода. Я кликнул, с самого начала у нас переменная out. Она равняется пустой строке. Далее начинается вызов внешнего цикла. I равняется 1, запись true, поэтому выполняется тело. В теле первой очередью написан внутренний цикл, поэтому сразу же вызываем внутренний. В нашем внутреннем k равняется 0, это условие true и отрабатывает вот эта строчка. Напишу развернутым вариантом. Эта строчка, значит, когда эта строчка написана, что она делает? Текущее значение out, пустая строка, плюс I. I у нас 1, получается 1. Склеивание строк по итогу вот так. Следующий этап. Как только тело выполнилось, наш внутренний цикл увеличивает переменную k на 1. Это вот так вот. Условие также true и заново отрабатывает вот эта строчка, где наш out равняется 1 строкой плюс I. I по-прежнему 1, потому что я его не менял. Цикл отрабатывает, делает склеивание строк, получается 11. При следующем вызове опять то же действие. Я k увеличиваю до 2, условие true отрабатывает вот это, и наш out равняется уже 111. Ну и также при четвертом вызове. Как только внутренний цикл отработал, переходим к выполнению вот этой строчки. Она пробел добавляет, то есть я вот так вот и ставлю. После чего заново вызывается внешний цикл. И он что делает? I++, то есть увеличивает переменную I до 2. После изменения этой переменной цикл заново выполняется, внутренний наш, и он начинается с нуля. Как только он начался, первым действием он делает что? Текущее значение out плюс I, а переменная I равняется двоечке. Получается тут 2. Склеивание строк, и я получаю вот так вот. При следующем вызове внутреннего цикла я опять же добавляю I, то есть out у нас вот такая штука, а I по-прежнему 2. Склеивание строк, ну и вот так. И я вот так вот буду добавлять, пока наш внутренний цикл не закончит работу. Как только закончил, давайте выше уже напишу. Как только закончил, добавился пробел из-за вот этой строчки. Опять мы увеличивали наш I на 1, то есть тройка. Внутренний цикл работает 4 раза, поэтому он 4 раза добавит троечку. В данном случае я вот этот k использую исключительно для одной задачи. Для того, чтобы наш цикл работал 4 раза, и все. Для вывода я использую совершенно другие данные вообще из внешнего цикла. Это здесь самое сложное. Вообще, сама по себе домашка очень трудная, прям очень. И если вы не все решили, абсолютно ничего страшного. Задачи, как я говорил ранее, во вложенных циклах крайне трудные. Но если вы смогли все-таки их решить, то когда у нас будут контрольные работы, вы прям легко их напишете, даже, не вызовет оно у вас никаких трудностей.
потому что вложенные циклы, они всегда очень трудные, и их понять до конца прям сходу, ну, практически нельзя. Слишком много разных моментов. Эти вот, знаете, последовательности действий. Первое действие, второе действие, третье. Вы постоянно это все отслеживаете, читаете, и это трудно. Вам вообще нужно уметь это делать. Но на данный момент, если у вас это получается еще плохо, ничего страшного. Это у нас такой некий рывок к более сложному материалу, чтобы в дальнейшем было проще. Скажем так, да, я действительно резко поднял на этих задачах уровень сложности, чтобы, ну, вы почувствовали, к чему нам нужно стремиться. Потом будет легче, 100%, потому что это прям всегда самое трудное, вложенные циклы. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.